Ну где это мама? Но мама, как всегда, ковыряется. Мы быстро все собирались с вами, вышли, уже все готово, она все там что-то ковыряется. Вот он. Всем привет! В прошлом видео, как вы помните, мы поехали в Батуми, чтобы получить карточку. И вот мы получили нашу первую грузинскую карту в Кредо-банке. Но также нам нужна еще одна карта, потому что с одной картой и 3 детьми ехать как-то опасно, имея всего лишь один источник, так скажем, дохода. Вдруг мы потеряем ее, Да. или банкомат съест, и в итоге останемся вообще без денег в Турции. Ну и плюс ситуация такая, что в Кредо-банке получить карту легче всего. Там нужно всего лишь предъявить паспорт и грузинскую симку. Но говорят, что с этими картами, с переводами могут быть какие-то проблемы. Иногда глючат приложения, наверное, тоже загруженность большая. Мы попробовали также подать заявку в TBC банк и Bank of Georgia. Там получить карту немного сложнее, потому что требуют дополнительные документы. Это, получается, контракт с места работы, также справку 2 НДФЛ или выписку по движению денежных средств твоей российской карты. Или все вместе? Ну, или все вместе. Чем больше документов, тем больше вероятность, что тебе не откажут. Муж один раз попробовал подать, но у него с собой не было этих документов, только выписка с карты российской. И ему отказали на следующий день. Мне пока ничего не приходило, сообщение не приходило. Мы ждем уже 3-й рабочий день, а всего 5 рабочих дней дается. В общем, пока ждем. После того, как мы получили карточку, Сейчас мы идем. приехали в ботанический сад Батуми и встали здесь ночью на парковку. Ну и сейчас планируем прогуляться, посмотреть, что за ботанический сад. Находится он в пригороде Батуми, с другой стороны, получается, со стороны въезда. Вот сейчас идем гулять. Привет. Да куда ж ты носом-то что? тыкаешься? Привет. Вот такая вот здесь парковка, абсолютно пустая. На въезде шлагбаум. Вот, постучались в дверь, там никого не было, вечером приехали. Она вся освещенная. Вот здесь мы припарковались, здесь ночевали. Здесь, правда, всю ночь крутили пятаки какие-то чуваки, не давая нам спать. Да ладно, шучу. На самом деле так и было. Вот, мы переживали, что кто-то приедет и будет крутить действительно здесь пятаки. Но все было тихо и спокойно, очень. И воздух такой из люка шел приятный здесь, потому что везде вот такие деревья уже растут. Большие туи вон там возле нашего автодомика высажены. Сейчас идем искать вход в ботанический сад. Где-то здесь по карте есть какой-то третий оказывается. Наверное, это не главный вход. К нам пристала такая собака. Похожая на спаниеля. Вот эта собака, что ли, пристала к нам? Я не собака! Или вот эта собака? Нет, вот. А, вот эта собака. Вот эта. Блохастая. В рай попали просто. Каждый день новый питомец. Что только можно лучше быть, да, Влад? Что может быть лучше? Вы мечтаете о собаке? Питомца завезли. Вот у вас каждый день новый. Почему не надо? Значит, билет стоит 20 лари на взрослого и... На электроавтобус тоже билет здесь продается. Ага. Если что-нибудь, если пешком, А в гору сейчас идти, да? чуть-чуть надо подняться, а потом уже ровно и спуск. Ну, мы, наверное, прогуляемся пешком. А детям бесплатно до 6 лет. Вам есть 6 лет кому-нибудь? Мне 6. Тебе только 6, а до 6, 6 включительно. 6, Это если 7 было? ей 6 исполнилось, и она считается или нет? Значит 40, да? В общем, вот такой вот ботанический сад. Мы находимся сейчас вот здесь, стоим на этой парковке, и нам нужно вот так, через весь парк, вот сюда, в самый низ. Нам сказали, что лучше доехать на электрокаре сейчас будет. Мы купили билет за 20 лари, 10 лари, получается, на человека стоит билет на электромашинку. Остановимся мы здесь, высадимся и пойдем уже гулять пешком обратно вот сюда. Она Здравствуйте, Георгий. вот Хороший парк у вас? Да, огромный. 110 гектаров у нас сад. Больше 5000 разных растений, 9 отделов географических. Ну, мандарин, апельсин наберем хоть? С той стороны. Приятный воздух очень. Да, кстати, После дождя, ночью дождичек прошел. Ну и вообще здесь куча растений разных. Вам нравится воздух? Да. Чувствуете какую-то разницу между московским воздухом и этим? Не, разница, это американское вот отделение. Американское отделение? Да, вот это нижний парк. Там мексиканский, там есть австралийский, кавказский, японский, там Гималай, Зеландия, со всех континентов растений. Собака.
Это 40 лет назад упало вот это дерево. Вот. И Упало 40 лет назад? Дерево упало и превратилось в мостик. В 1912 году, как ботанический сад. А можно еще раз? Я просто пропустил. В каком году? В 1913 году, как ботанический сад. Основателем и первым директором тогда стал Андрей Краснов, который похоронен у нас в мексиканском ботеле. Он завещание оставил, здесь похоронен и похоронен на 6. Зима почти, и еще зеленый, смотри, деревья. Вечно зеленый, много у нас деревьев, видите? А это гингагелоба, знаете такого? Как? Гингагелоба, вот. А, гингодилоба, да, я знаю. Вот, две штуки Это, стоят. по-моему, очень древнее растение. Медицина, да, древняя и медицина, она пользуется там для питания. Эти бонсай, эти бамбуки все вокруг. А это дерево как камень у них вокруг, это крепкое. Хорошо, что мы на машинке, такой подъем крутой. А маленькие обратно бы уже не дошли. Живете здесь или туристам приехали? Мы здесь у вас на парковке живем. Вот А такой. здесь, внизу? Да. А, Первую ночь сегодня переночевали, автодом у нас. а это самое, туристам приехали? Дом на колесах, да, туристы. Мы щенячий патруль. У нас огромная лапка на машине. А это сквер Картезиан, такой, как просто Краснова, который сад продолжил с этой стороны. А до этого сад был, вот эта сторона была частная собственность. Сюда приехал Михаил Д'Альфонсо, был такой, 1881. И купили татарина, и они купили вот этот город. И начали привозить вот эти все растения со всех континентов. И она потом, вот видите, расширилась, 110 гектаров сад стал. Вот люди сделали дело, да? Да. А сейчас у нас что, олигархи покупают только себе дома, строят? да. Вот дело Вот сделано. он прикинул, понимаешь, здесь. Когда он приехал сюда, он начал звать Краснова, это он привел здесь Краснова, и Татаринова, и они создали вот это все, начали. Они с ума сошли, говорят, какое место здесь совсем. Приезжайте, говорят, и приехали они, и сделали вот это ботанический сад. Это было раньше часто сумка. А вон там внизу море. Вот это слева высокая, араукария австралийская, на него растет. Она хочет поехать. Нет, она платная у нас. А. Да. Sorry, only ticket. He said. А, ну да, здесь мало осталось. Вот это, на него растет как футбольный мячик, вот такие шишки, и съедобные, австралийские, араукария. 5-6 килограммов она бывает. Вот апельсины растут. А можно по одному им сорвать? По 3. Вот Вот, разрешите. смотри, сколько, они все хорошие. Они лежат, Все хорошие. много. Можно собрать, да? Да, да, Апельсины. мои мандарины есть, это, и это. Покушайте, нет проблем. Апельсины. Везде апельсины. Спасибо. Вот здесь выходит, там 50 метров у нас конечная. Спасибо большое. Пожалуйста. Пойдемте, вылезаем, малыши. Это гортензия. Нет, не это гортензия, Яся. Вот. Вот я Владюшку так называла, моя гортензия. Вот, ладно, посмотри, полюбуйся, какая ты красивая осенью. Очень приятный попался водитель, все рассказал, как экскурсовод. Видно, что давно здесь работает, уже каждый кустик, каждый деревце знает. И даже разрешил нам набрать апельсинов и мандаринов, там целая роща. Смотрите, малыши, это секвойя, американское дерево, оно бывает самое большое. Здесь оно еще маленькое, но оно вырастает очень огромное. Даже никто не может обнять. Идите, обнимите секвойю. Ладно, полезу. Ой, Ты их все равно не сорвешь. ладно. Мама, а как ее полезу? Я тебя страхую. Иди. Давай. Ой, чуть не сорвался. Ребенок, давай, 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 давай. Я вижу, мам. Смотри. Кто нашел мандарин? Слава.
Смотри. Это апельсин. Ой, Это апельсины. я нашла такой мандарин. Вот мандарин лучше собирайте, чем А апельсин. почему апельсины мы дома У порежем? нас дома очень много апельсинов. Ну они же грязные. Это мама я тоже хочу. Я всем дам, там его много. Мы делили мандарин, много нас, а он один. Я тоже. Мне. Я думаю, маме первой надо дать. Да. Маме. Спасибо. Сколько она трудностей. Сладенький, вкусный. На, будешь пробовать? Спасибо. Дикая. А Ясь попробовала, Ясь? Да? Еще хочу. Дикая мандаринка вкусная. А вот дикие апельсинки. Мне Слава столько надавал, полные руки. Придется опять папе, наверное, выжимать полдня И тащить еще. сок и тащить. Смотрите, какие свежие апельсины. Чего вы не хотите? С дерева. Слав, не ломай дерево. Что случилось, малыш? Чем тебе помочь? Я потерялся мандарин. Мандариновая роща, но потеряла свой единственный, самый лучший мандарин. И теперь плачет. Ясь, давай другой сорвем. Яська однолюб просто. Ей нужен тот самый мандарин. Да, Ясь? Вот смотри, я нашла, Ясь, вот он твой. Ну а как ты свой определяешь? Что у него было? Нашелся. Вот он почему был особенный. Это был мандарин среди апельсинов. Да? Покажи. Мандарин среди апельсинов. У нас вон какие апельсинчики, а у него мандаринчик был в кармане. Малыши, а хотели бы вот поставить здесь палатку посреди апельсинового сада, разжечь костер и, как древние люди, жить и питаться одними апельсинами? Не очень. А потом вы представляете, мама бы сварила рыбный суп, и вы бы сказали: ура, рыбный суп, и весь его съели. Рыбный, а апельсиновый. И конфеты апельсиновые, и рис апельсиновый. И пельмени с апельсинами. И пельмени с апельсинами. В общем, набрали мы апельсинов и придумали сварить из них апельсиновое варенье, попробовать в автодоме. Купим сахара побольше. Потому что так они тверденькие, ну, наверное, кисловатые, не знаю, попробуем. Вот, а мандарины очень вкусные были. Вообще здесь прям воздух такой, вот, ну, настолько приятный, прям чувствуется вот свежесть, вот эти запахи разнообразные. Я, честно говоря, вообще обожаю такие места, такие парки. Вообще люблю растения. И мечтаю когда-нибудь устроить даже у себя дома оранжерею. Наверное, в старости, когда дети вырастут. А также мы были в похожем парке в городе Канди на Шри-Ланке. Ну и вот напоминает. Но они, в принципе, все похожи, наверное, друг на друга. Мы пока только еще в самом начале осмотра. Можно. Музыкальный ансамбль делаете. Ага. Можно это взять? Можно. Иди вперед за папой. Такси. Не-не, нам вниз спускаться туда. Вниз очень легко ножками идти. Я, кстати, еще заметила, мы крайний раз гуляли в том году, год назад, получается, по Дендрарию в Сочи. Тоже там очень много растений. Ну, похожий парк, и тоже на горе. И вот, по моим замечаниям, мелкие стали лучше намного ходить уже. Полюбили ходить. Больше, чем... Тогда прям вообще сложно им шлось. Папа, послушай песню. Дудочку нашла, Слава, да? Класс. Дуду. Дуду. У нас Слава говорит, что лес — это ее весь магазин. Расскажи, Слава, что у тебя продается? Вот это дерево с шишками. Вон, у меня большие листья. Елка вот растет. Продается, смотри.
И еще фонтан. Покажи шишки на ней. Покажи шишки. Фонтанчик есть попить. Фонтанчик? О, это хорошо. То мы не взяли воды, не подумали, и здесь нет ни одного магазина, и стакана нет никакого. Приходится вот из рук. Сама как сама? Сама не дотянешься, Яся, с рук. Так не пьют. Давай, рот. Жилетку не мочи тут. Пей, Она все мокрое будет. Все, Ясь? Все, теперь я. Теперь я. Еще пей. Давай, Ну давай, пей, давай. Влада. Море, дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песни заводит, налево сказки говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на невиданных дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол, видение полное. Там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой. И 30 витязей прекрасных чередом из вод выходят ясно. И с ними дядька их морской. Там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурые волки ей верно служат. И царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там рыщу пахнет. И там я была, и мед я пила, и видела у лукоморья дуб зеленый, под ним сидел кот ученый, и сказки рассказывал кот черный. Здесь, в этом ботаническом саду, так тихо, спокойно. Все это умиротворяет, плюс еще воздух свежий. И когда телефон отключен, это вдвойне приятно. Влада, а вы как себя чувствуете? Вам нравится? Да, хорошо нам. Только мы больше всего хотим спросить, а когда мы будем готовить варенье апельсиновое? Нам нужно купить сахар, у нас нет сахара. Купим сахар и приготовим. А когда будем покупать сахар? Как только будем в магазине. Аж банан тоже здесь сорвала? Не, банан с собой принесла, и мандарины тоже, кстати, с собой принесли. Еще и нарвали, и папу нагрузили мы. Не могу открыть. Вот банан не можешь открыть. Не надо, дай, пожалуйста. Дай. Вот с этой стороны открывается. На, я тебя Я, открыл. короче, не поняла, что ничего. Я открыла вот так, банан. Что ты делаешь? Некрасиво, банан. Ясечка. Ясечка что-то плохо себя чувствует. Что с тобой, малыш? На, банан. Да. Ты же просила её. Самое плохое, вот, когда дети не говорят, что с ними. То есть, Ну, живот болит, что? просто плохое настроение. Болит А что живот. болит, как болит? Живот болит у нее, она же говорила. Догадывайся. Иди сюда. Ты болел животик чего-то, да, Ясь? Обычно действительно что-то болит, но бывают такие случаи целебные, когда приходишь домой, включаешь, например, приставку, и вдруг все болезни волшебным способом исчезают. Да, Исюк? Может, этот случай? Приставка!
Нет, наверное, здесь что-то серьезное, надо идти к врачу. Не надо, Ишку Да я просто надо. шучу. Шутки у меня Надо такие. просто чуть-чуть посидеть. Шутки, не пойдем мы никуда. Не, успокойся. А помните, как Владе зубы сверлили? Нам не нужна такая метла. А вот это мы подошли к самой первой, как нам рассказали, теплице, которая была здесь построена. Такая она прям древняя на вид. Водичка, да, водичка там. Можно пить. Такая вот, это получается 1912 года. Можно пить. Теплица. Мама, это можно Прикольный такой у нее вид. Ой, я не вижу, что там внутри, но GoPro сейчас увидит. Мама, какой нам в доме? Вадюш, там закрыта, она уже все, она не действующая. Это теплица, там выращивали первые самые растения, когда открыли весь этот вот парк. А вот здесь у нас растет чай, да, Влада? Мама, Чайные они кусты. даже ничем не пахнут. На Шри-Ланке вы уже не помните, наверное, как мы ходили на чайную фабрику. Да, Мама, Слав, чего? смотрите, это чай. А где тут снимают? Я уже откусила, не пьется, не пьет. Ладно, не придумывай, его надо же сушить. Вот так вот. Вот мы пришли в парк. Называется он Ботанический сад. Ботанический сад. Слава у нас опять упала. Причем и в этот момент прям самые говорили не бежать. В такой момент надо сначала пожалеть ребенка, а потом уже ему что-то говорить. Бедная Славочка, бедная. Славочка, ты говорила, не бегите? Маленькая Говорила, не бедняга. бегать? Сейчас все пройдет, все Говорила? пройдет. У тебя пушистика добыла, смотри какого. Смотри, какого пушистика добыла, ты Папа, плачешь. смотри. Все, ладно, не плачь. Мы спускаемся в такое прикольное, очень сделанное место. Называется Японский сад. Это мох, да, Славочка? Очень красивый мох здесь, как ковер такой. Как оно классно пахнет. Какие-то нотки ванили даже есть. Очень классно. Разрушители, прекратите! Бросьте палки! 100 лет выращивали, 200 лет это дерево. Сейчас наши маленькие здесь камни на камне не 3 оставят. маленьких поросеночка. А ну брысь отсюда все. И На выход, давайте к маме. Куда пошли? Мы все осматриваем здесь. А там наверху дорожка, вон, кстати, есть. Зачем тебе бамбук? Ты дикая тварь. Ладно, это отличный бамбук. Знаешь, что этим бамбуком можно делать? Подгонять вас. Поджопники давать? Поджопники давать. Тихо, Не тихо, бежать. тихо, только не бегите, пожалуйста. Папа, давай ты будешь нас подгонять. Сейчас, когда придем в автодом, я поем вкусные спагетти, которые Маша вчера приготовила. И выпью кофе с хурмой сушеной. А ты? Я тоже Выпью присоединюсь. чай и папа. И еще выпью кока-колу. Чай с кока-колой, фу. А я бы сейчас пришла домой, плюхнулась на диван, съела конфету и стала играть в приставку. А я бы пришла домой, позавтракала и начала играть в приставку. Молодцы, только в те в сторону все А машины мне 2 едут. машины. И полицейская еще электрическая. Он нет, полицейский. Поднимаемся покушать, перекусить в наш автодом. И думаем потом еще чуть-чуть пойти прогуляться. Малыши, вы рады? Такой парк. Гортензия. Там твоя росла родственница в парке, Владюш, Гортензия. Красивая такая же. И не плакала. Славин, а ты пойдешь гулять? Смотри, какой автодом Не красивый. пойду. Красиво стоит в Идите солнечном сами. свете. Патрулевоз ваш. Посмотрите, какой красивый.
Ты что же это такое? Положи палку, положи, Яся. Положи. Сейчас покушаем вкусно. И потом подышим еще воздухом. А потом вечером будут все развлечения у вас зато. Когда устаешь, потом классно как все. Итак, мы вернулись домой после прогулки в ботаническом саду Батуми. Решили с Машей первые поесть перед детьми. Мама, ладно, не должен. Обычно у нас все наоборот бывает, да. И пока я обычно накормлю маленьких, мне уж самой есть не хочется, потому что это очень долго. И вот. Сегодня у нас по-другому. Дети очень хотят еще выйти на прогулку, им не терпится. Они готовы даже без еды пойти дальше гулять. Нет! Ну как же нет? Это неправда. Мы не просто ужасно не хотим гулять. Очень маленький, да, удаленький, обтирает тон ковер и не хочет вести разговор. Да еще? Хватит ползать здесь. Яся, сегодня объявляется вечер жизни на полу. Ты будешь сейчас кушать суп на полу, ночью будешь спать на полу, если тебе так нравится. Мы тебе создадим все условия комфортные. Нельзя нашу Ясю обижать. А чем я ее обижаю? Она сама любит на полу валяться. Она не любит, она пошла туда обижаться. А что обижаться на что? Ни на что. Не на что обижаться, надо покушать просто супчика спокойно. Ну что, ты ей на пол поставь в тарелку, пусть ест. Нет, я ящичку так не буду обижать. Ну, у нас мама добренькая. Я бы поставил бы. Вставай, пожалуйста. Пойдем кушать. Ты бы был злой, да? Да, а как вас воспитывать еще? Потом мы на тебя обиделись и больше не приходили. И ушли в другой дом к доброй маме и папе. А где такая мама? Мама вообще-то- только одна, и папа только один. Да? Мама, и ты жил один. Вообще-то мы просто ушли, обиделись и не подходили, и все. А к маме подходили. Вот молодец, умничка. Ой, как хорошо. Ой, какой молодец. Ой, Ты ящик, должна просто Владочка. говорить. Как это? Ну что? Вставай. Пойдем бульон. ест. Бульон один, вот смотри. Бульончик. Пей бульончик. Ясь, ну что, не будешь что ли? Ну я не буду составлять. Уходите отсюда, тогда никаких приставок сейчас. Ай, на меня все вылил. Детишки, я же вам показывал пескометр, который у нас висит в автодоме. не Вот пойдем. Вот смотрите, когда писк, посмотрите, там какая рожица показана. Вижу. Грустная. Грустная, видите? Плачет. Вот. Когда писк, никто не ест, недовольство. А когда все хорошо, она будет зелененькая рожица. Циферки уменьшатся. Вот увидите, мы когда домой приходим, всегда зеленый смайлик. И начинаются у вас вот эти драки, выяснение отношений, и все начинает красное опять становиться. Так что вот, смотрите, наблюдайте за пескометром, наблюдайте. В общем, мы с мамой приняли решение, что мы сегодня уже, наверное, никуда не пойдем. А приставка не будет? Может, в магазин съездим, и все здесь А недалеко. приставка тоже больше не будет? Это мама. В общем, у нас тут такая ситуация получилась. Стояли мы на парковке возле ботанического сада. Решили поехать в магазин купить продуктов. И когда вернулись из магазина, там буквально километр, парковка уже была закрыта, перекрыта. И мы начали искать новую парковку. Вот с третьего раза нашли какое-то место. Вот такой уголок, где можно остаться. Там море уже, обрыв, то есть и пляж. Здесь такая дорога, но я думаю, мы не застрянем, не должны. В общем, будем ночевать здесь. Надеюсь, ночь пройдет нормально. Там вот стройка идет. Вот папа купил колбаску. Да, вот из этой колбасы и еще там некоторых продуктов нам пришлось здесь поездить ночью. Но не совсем удобно, в общем, на нашем крокодиле кататься. Еще одна камера задняя, у нас провод перетерся, и она не работает. То есть работает только родная. Она ночью более-менее, но такая черно-белая. Вот новая камера сейчас не работает. Надо будет искать провод или паять новый.
Ой, паять старый, то есть, или искать новый. Ну что, Машуля, понравилась тебе перетрубация ночная езда? Мне кажется, себе не понравилось, мне это вполне. Ну ты же штурман, ты должна вообще, следить честно, за дорогой. мне вот это путешествие нравится тем, что ты можешь менять свое местоположение каждый день и просыпаться с утра в новом месте. А так, пока немножечко подвисли здесь из-за карт, то вот это немножечко напрягает. Ну, с одной стороны, да, Маша, с другой стороны, я когда смотрел видео про всяких фан-лайферов, мне не нравилось, что они все время куда-то бегут и торопятся. Нет, каждый день, наверное, слишком, да, но каждые 3 дня. Утро следующего дня, 8 утра. Погода хорошая, штиль. Место неплохое. Все еще спят. Сейчас нужно перекачать воду из нижнего бака в верхние, потому что в верхних баках у нас вода закончилась. По воде в машине ситуация следующая. Мы еще сами до конца не разобрались. И фирма тоже по автодомам, где мы проверяли перед выездом все оборудование, они тоже до конца не поняли. То есть они думали, что поняли, а на самом деле не поняли. В машине есть 3 бака воды. Есть нижний бак, то есть предыдущий владелец его сам установил, он под днищем стоит. Для того, чтобы мыть мототехнику. Он сообщается с 2 другими баками, которые стоят в салоне. Значит, но помпа, она берет воду только из верхних баков. Соответственно, когда в верхних баках вода заканчивается, в нижнем она еще есть. Но помпа не может брать из него воду. Поэтому есть кран в салоне, его нужно перекрыть. Вот эта нижняя точка подключения воды. Я взял такой насос. Нужно соединить и перекачать воду из него в верхние баки. Опять собаки. Уйди, уйди, уйди. Нельзя. Соответственно, вот этот кран, который на улицу. Там есть кран, который перекрывает нижний бак. И вот, собственно, один из баков, который находится в салоне. Второй бак находится под диваном. Сейчас вода идет. А детишки у нас уже проснулись. Доброе утро, детишки. Доброе утро, мы играем в планшет. Все, вода потекла, значит, бак полный. Закрываем. Мы хоть из яблока выжимать сок будем? Будем, купим электрическую соковыжималку, будем выжимать. Я тут решил маленьким выжать немного сока попить. Сейчас их выгоним на улицу, чтобы они побегали по травке. А сами будем готовить завтрак и заниматься всеми делами. Я, кстати, говорят, пишут, что ты самая хитрая в комментариях. Это правда? А еще пишут, что у вас плохое поведение. Когда? Сейчас вспоминаем, как работает P2P. Уже с Филиппин забыли, как это делается, да, Маш? Угу. Сейчас первый пытаемся платеж провести, купить USTD и перекинуть на кредо. Посмотрим, что будет. В общем, купили мы USTD, продали их, 2 грузинские лари, но на кредо все очень медленно идет. То есть
Мы уже USDT отправили продавцу, а деньги нам так и не пришли. С PayPal мы вчера то, что переводили, тоже вроде смс-ка пришла, что вам деньги поступили, в приложение заходишь, ничего нет. То есть кредо вообще неудобный, банк какой-то тормозящий. Будем стараться открыть карту в TBC или Bank of Georgia, потому что сложно будет так нам. Что-то вообще не прозванивает. Сразу сбой. Ну что, малыши нагулялись? Нет, что? Собака нас трогает. Нет, собак не надо. Собак все заходите, пусть она уйдет. Не надо нам собак. Нас трогает. Все. Я боюсь. Не надо, Влада, заходите. Пропусти, зайди сюда. Папа, собаки сушки любят. Да, она съела собаку. Она съела шушку. Смотрись. TBC просит, мы говорим им, что мы на автодоме. Они просят какой-то документ, что мы на автодоме. Вот мы им дозвол этот сейчас отправим. Выписки еще выписки. Плюс тем, которым мы уже отдали, еще просят. На YouTube ссылку просит. В общем, сейчас во все банки все отправляем. Надеемся, хоть кто-то сделает нам карту из нормальных банков. У нас очередное ЧП. У Славочки маленькая колючка. Покажи-ка. Покажи, сейчас будем вытаскивать. Не больно будет. Покажи, где она. Она не хочет показывать, она боится очень сильно. Очень сильно. Давай, вот, я ее зацеплю и вытащу. А что ты хочешь, чтобы она внутри у тебя была? Давай. Давай, не бойся, открой. Это не больно, да. Слава, я вытащу вот так быстро и все. Давай. Славочка. Приходила в глаза капать капли. Дай. А тут маленькая Да, колючка. давай вытащу, не бойся. Давай ее сюда. Не бойся, это не страшно. Слава, дай руку, дай руку. Влада, подержи камеру. На. Собак положи. На, Не держи. дергайся. Двумя не руками дергайся. держи. Не Давай руку. дергайся. Давай руку. Давай мне руку. Я Не ты бойся. подержи Покажи, далматинца. в какой руке? В этой? Далматинец в колени. Вот руку снимай. Не бойся, тихо. Не сжимай. Не сжимай палец. Не бойся. Я просто колючку возьму и все. Убери руку. Слава. Не бойся. Слава, не дергайся, я не могу так. Вот, все, вот она, колючечка эта. Больно тебе было? Вот, видите, какая? Не видно? Больно тебе? Ну что, больно было? Покажи ручку. Слав, покажи, пожалуйста, ручку. Вот такие триллеры у нас. А вчерашнее видео. Вышли за продуктами, вот нашли магазинчик, оказался совсем рядом. Сейчас возьмем все необходимое и пойдем обратно. Может быть, пожарим сосиски сегодня На костре. на костре. Что Ясь. Иди за нами. Иди Какой за минерал? мной, мама. Иди за мной. Я иду. Яся увидела. Таких можно нам? Ну да, смотри. Какая? вот такие есть, во. Мама, нет, Вот это рядом не есть. мы. Нет, мама, не одна. Мама, это не мы, не одна. Можно? Дайте, тетя посмотрит. Стоит это? Мейтане коди, да? Сколько? Мы не по-английски говорим. Мы с другой стороны. А вы скажите по-грузински Моя здравствуйте. Ларочка, Гамаджоба Нико. скажите. Гамали джоба. Какие марджот? Это значит. Арис. Без специал тавате был дек, ходила. Чего непонятно? 35? Если 35, Слав, покупать не будем. Сколько? 35. 3,35. А, 3,35. Что это значит? Что это значит? Это значит, что купим. Купим! Что сказать? В общем, купили мы в магазинчике хлеб, сосиски, сахар, варенье, чтобы варить из апельсинов, которые мы вчера насобирали. Все необходимое, в общем. У нас получилось это на 2 500. Ну, еще колки не забыли взять немножко. И мелкие выпросили вот этих игрушек мягких. Да уж, от собак, конечно, никуда не спрятаться, не скрыться. Их здесь столько, не знаю, сколько у нас в декабре, наверное, голубей на улицах. Просто кругом одни собаки. Лезут носом прям вообще в пакет. Как бы сосисочки не стырили наши. Это у меня длинный.
Вот есть антикомарин, а есть, интересно, антисобачин. Сейчас бы намазаться, чтобы собаки не подходили за несколько метров хотя бы. Видит солнце и Марс. И он может видеть солнце и Марс. Чья-то грузинская дача, наверное. Очень милая, кстати говоря. Ну да, милая. И вокруг такие какие-то вот эти вот их местные растения. Смогла бы жизнь с Милом прожить в такой? С Милом? Да. Ну, С в Милом и автодоме 3 же детьми. могу. Значит, да. Пес домашний. Я, смотри, куда наступали. Смотри, куда я наступала. Мама, ты знаешь? Вот прямо куда я наступала. Кстати, собаки отходят. Можем вот сюда переехать, кстати. Там чистая вода, Но здесь как-то мусора много. Смотри, сколько вообще. Очень много мусора. Очень много, да. Не надо. Вот у кого-то домик прямо на берегу. В таком филиппинском стиле. Висят вещи, сушатся. Главное, что-то изменить. Потрогай, пожалуйста. Ай, зеленый дух, иди сюда. Зеленый дух, тут лучше. Очень красиво смотрятся горы и такой город, да, с башнями. Очертания еще в таком Опять дымке. копоть. Маш, я уже понимаю, что собак кормить, но мне так ее жалко. Она вот с камнем сидит во рту, у нее камень. Она так хочет есть. Дай ей сосиску, пожалуйста. Я тоже хочу. Тихо, тихо, нет. Вы сидите, иначе все сбегут, надо незаметно дать. Мне кажется, она такая голодная у нее. Мама. Может, она просто камень не нравится держать. Ну, хотя здесь собаки-то в тепле, они не такие прям несчастные. Помойку надо. Помойки, да. Незаметно. Тихо, Влад, так, уйдите. Ну, давайте последнюю сосиску дадим уж. А сосиску вообще не достану, очень дорогая. Хорошо. Она камень выпьет. Бутерброд. Хочет сосиску? Бутерброд. Я хочу. Не есть. надо, Влад, пожалуйста, смотрите лучше, как она есть. Вон она как ешь хорошо. Мне очень понравилось. Если хлеб не съест, значит не голодная. Съест, мне кажется. Она сосиску. Вот тебе камень во рту. Нет, наверное, съест, она просто ищет еще сосиску, а не нашла, значит, будет хлеб есть. И хлеб ест. Хлеб ест. Кушай, кушай. Или другие сейчас собаки полетят на хлеб. Сейчас другие собаки полетят на хлеб. Сейчас другие собаки. Пока я тут разбираюсь с карточками, Гера там пошел костер делать. К нам подошел вот опять мужчина и дарит нам мандарины. Очень все здесь добренькие. Вот Грузия Ну, очень гостеприимная страна, не зря говорят, это все правда. Вот человек подошел, дедушка, у меня рук не хватает, эти не помидоры, лимоны, апельсины. Ой, упал. Если бы собаки здесь питались лимонами и апельсинами, они бы были очень счастливы. А с ребятки классом что больше? Да, кидайте, молодцы. Я напьёшься. Лучше на ней сидеть, хвостом сидеть. Нет? Ну, мам, вот смотри. И чтобы дышать быстро, можно угадать. Можно ночью. В огонь не суй, надо. Сейчас я дам. Смотри, чтобы она не подгорела. Мама, сядь. Так, у меня пока сосиски не подгорают. Ля-ля-ля. Классно. Ля-ля-ля.
Дети, скажите мне, пожалуйста, что вы думаете о стране Грузия? Очень красиво. Очень. А я прям, В ней я прямо влюбился в эту страну, в этих людей. Очень гостеприимная, добрая, почему? красивая страна. Особенно мне понравился там магазинчик. Там делают очень смешных козявок. Это игрушки. Слава. Хлеб. Зато и вот тебя. И у меня, да. И у меня папа его съел. А моего зеленого. А моего фиолетового. Козявка животная.